Добрый день! Мы с вами переходим к массажу от рождения до 3 месяцев. Данному возрасту присущ физиологический гипертонус. Ручки приведены к туловищу, кулачки сжаты, ножки подтянуты, тоже согнуты в коленных суставах. И это нормальное состояние для этого возраста. Наша основная будет цель – это расслаблять напряженные мышцы. А также данному возрасту присущи врожденные рефлексы, которые мы также будем использовать в своей работе. Ну что, давайте приступать. Массаж от 0 до 3 месяцев. Начинаем мы массаж с общего поглаживания. Мы должны погладить все тело ребеночка. Начинаем поглаживание по передней поверхности туловища, ладонями, по всему телу, и по ручкам, и по ножкам, по животику, по центральной поверхности, по боковым поверхностям. Сейчас мы используем вариант глажения. Вверх тыльная поверхность ладони, вниз ладонью. Поглаживание ладонями вверх, по боковым поверхностям туловища вниз и по ножкам. Опять с ладошками вверх и вниз. В данном возрасте у ребенка согнутые ноги, повышен тонус и ручки зажаты. Поэтому поглаживание будет выглядеть условно таким образом. Докуда дотянулись, то и погладили. Кроме поглаживания ладонью и поглаживания тыльными поверхностями, одновременного можно использовать и попеременное поглаживание, когда руки работают в разнобой. Не забывайте во время поглаживания проходите по головке вашего малыша. Аккуратно, нежно, не спеша. Вы должны гладить все, что видите, все, куда можете достать. И ножки, и туловище, и боковые поверхности, все тело. Поглаживанием мы готовим нашего малыша к последующему массажу. Переходим к массажу рук. Основной прием в данном возрасте – это поглаживание. Берем ручку малыша, свой палец вкладываем ему в ладошку, таким образом фиксируем руку. Помним, что ручка будет, скорее всего, зажата, поэтому мы вот таким вот вибрационным движением ее раскрываем, слегка вот так встряхивая, и выполняем поглаживание. Ладонью снизу вверх, а затем по внутренней поверхности сверху вниз. Можем поменять руку, перехватить другой рукой и выполнить то же самое. И во время поглаживания мы должны с вами больше внимания уделять именно передней поверхности руки, мышцам-сгибателям. Вот здесь поглаживание наше должно быть более мягким, более медленным. По задней поверхности можно выполнять более быстро. Наша цель – расслабить эти мышцы. Массаж ладоней. Наша цель будет раскрыть ладошки. Ручка будет зажата, мы будем ее раскрывать. Вот такими поглаживающими движениями раскрываем, разглаживаем ладошку. Пальчики зажаты, мы их пытаемся так раскрыть мягенько, аккуратненько раскрываем. Затем от центра ладошки будем в стороны выполнять такое поглаживающее, растягивающее движение подушечками пальцев. 2 пальца с этой стороны упираются, 4 пальца выполняют движение от центра ладони в стороны. Ручка зажата, вы туда свои пальцы поставили и вот так двигайте. Вот такое движение. Так вот поглаживайте, пытайтесь раскрыть. Затем выполняем круговое поглаживание центра ладошки. Рисуем кружок большим пальцем. Если удобнее, можете подушечками пальцев. Второй рукой пальчики перераскрываем ребенка, чтобы было удобнее делать. Да. И дальше рисуем лучики солнышка. К каждому пальчику от центра ладошки такие вот линии. Мягко, медленно. Наша цель расслабить, поэтому мы делаем все не спеша. В этом возрасте у деток есть хватательный рефлекс. Когда мы свой палец размещаем у основания пальцев на ладошку, ребенок хватает вас за ручку. Поэтому мы выполняем такое упражнение при помощи данного рефлекса. Сначала мы раскрываем пальчики малыша, затем размещаем свой палец
и он хватает вашу руку. Бывает такое, что у ребенка в таком возрасте может быть тонус наоборот понижен. Это редко, но это бывает. Это гипотонус, состояние гипотонуса. В таком случае вы должны будете тренировать кисть. И что мы будем в таком случае делать? Когда мы нажимаем, если ребенок не сжимает, вы своей рукой пальчики смыкаете вместе. Вот таким образом. И держите в течение 5 секунд. И обратно. Нажали. Если у ребенка у самого не срабатывает, вы пальчики смыкаете и держите. Это мы делаем при гипотонусе, когда ручки наоборот расслаблены, раскрыты. И заканчиваем мы поглаживанием граблеобразным тыльной поверхности ладони ребенка. Переходим к массажу нижних конечностей. Берем ножку ребенка, фиксируем ее в области нижней части голени, не захватывая, а просто придерживая. И второй рукой будем выполнять поглаживание. Ножки в данном возрасте могут быть напряжены, прижаты к бедру, а бедро к животу, поэтому мы вот такими вибрационными движениями можем слегка выпрямить ножку. И мы с вами выполняем поглаживание по всей ноге ладонью. Ладонь расслаблена, движение медленное. Мы двигаемся снизу вверх по передней поверхности и сверху вниз по задней поверхности. И по задней поверхности двигаемся еще медленнее, еще более нежно. Помните, у нас есть физиологический гипертонус, и мышцы задней поверхности бедра больше напряжены. Поэтому мы ведем медленнее в этой области. Выполняем поглаживание 7-10 раз. Мы должны погладить всю ножку полностью. Можем заходить и за ягодицу, и по боковой поверхности, и по внутренней поверхности ноги. Самое главное, чтобы ладонь была расслаблена и скорость движения медленная. Массаж стопы. На стопах и на ладошках мы останавливаемся подольше. Там очень много рецепторов, взаимосвязанных с нашей центральной нервной системой, поэтому это очень полезно. И много мы движений будем делать именно на стопах и на ручках. Итак, начинаем мы с восьмерочки, выполняем поглаживание подушечкой большого пальца одним пальцем. Такое медленное поглаживание в виде восьмерки. Все массажные приемы в большинстве своем мы выполняем 7-10 раз, в зависимости от настроения ребенка. Дальше прорабатываем продольный и поперечный свод стопы. Выполняем поглаживание вдоль продольного свода, по продольному своду поглаживание. Здесь немножечко можно энергичнее работать, но все-таки это еще поглаживание, не растирание. И далее выполняем точечное воздействие у основания каждого пальца. Зажали, задержались на 2 секунды, отпустили. Зажали, задержались на 2 секунды, опустили. Выполняем мягенько, никуда не торопимся. Дальше прорабатываем подушечку каждого пальчика. Просто проминаем, продавливаем. Мягенько между 2 пальцами, щипцеобразно прорабатываем подушечки пальчиков. Не спеша, потихоньку, аккуратненько работаем. Далее мы с вами будем работать на рефлексах, теперь уже стопы. Есть такой же нижний хватательный рефлекс. Помните, как ручку ребенок сжимал, когда мы нажимали в основании пальцев? Здесь то же самое. Нажимаем в основании 2-3 пальца, то есть примерно по центру, своим пальцем, и ребенок в возрасте до 3 месяцев, после 3 этот рефлекс уже угасает потихоньку, ребенок должен захватить, точнее сжать пальчики на стопе, и мы отпускаем. Погладили, чтобы ребеночек раскрыл пальчики, и обратно выполняем надавливание, и ребеночек выполняет хватательный рефлекс. Вот эти движения рефлекторные мы не выполняем по 7-10 раз, их достаточно выполнять 3-4 раза, как и на ладони. Такое же самое рефлекторное движение, но в этот раз уже на разгибание стопы мы выполняем
штрихообразное движение по внешней стороне стопы от мизинчика к пятке. Вот такое движение вниз, и ребенок на это движение реагирует разгибанием пальцев. Ребенку, который у меня на массаже 2,5 года, поэтому, естественно, у него этого рефлекса уже не наблюдается. Заканчиваем массаж стопы граблеобразным поглаживанием тыльной поверхности стопы. Также 7-10 движений. После того, как мы выполнили массаж рук и массаж ног, мы переходим к массажу спины. Но для начала нам нужно ребенка повернуть. Как мы это делаем? Итак, мы берем свою руку под спинку ребенка, вторую ручку фиксируем грудную клетку, поворачиваем сначала ребеночка на бочок двумя ручками, и затем ручку, которая у нас оказывается снизу ребенка, вытягиваем слегка вверх и доворачиваем на животик. Когда вы повернули вашего ребенка на живот, в этом возрасте положение на животе может быть не совсем стабильно. Поэтому я предлагаю, если ваш ребеночек лежит не очень устойчиво, фиксировать одной рукой нижние конечности. А также не забудьте, во время поворота ребенок должен сам повернуть голову, это защитный рефлекс. Но если вдруг он головушку не поворачивает, повернуть головушку на бочок. И во время массажа, когда вы делаете массаж, старайтесь чередовать поворот головы в одну сторону и в другую, чтобы не формировать разный мышечный тонус. Выполняем общее поглаживание, так как мы делали на передней поверхности туловища. Прием глажения. Двигаемся вверх по головке и спускаемся вниз ладонями поглаживания. И обратно поднимаемся вверх глажения и вниз по боковым поверхностям туловища ладонями. Можем выполнять одновременно это поглаживание. Обратите внимание, что темп поглаживания медленный. Можем выполнять попеременно. Руки работают в разнобой. Обязательно проходимся по всем участкам, которые мы можем достать. И по ручкам, и по ножкам. Поглаживание может выполняться в разных направлениях, как вверх, так и вниз. Главное пройти по всем поверхностям туловища. Переходим к массажу спинки и ягодиц. Выполняем поглаживание ладонью вверх по спинке и по боковым поверхностям туловища вниз. Затрагиваем и ягодички во время нашего поглаживания, и боковые поверхности туловища, и область плеч. Также можно выполнить поглаживание по головушке мягенько, медленно, не спеша. Может быть вариант глажения, когда вверх мы двигаемся тыльной поверхностью, а вниз двигаемся ладонью. А также выполняем поглаживание по грудной клетке в области межреберных промежутков. Это поглаживание граблеобразное. С одной и с другой стороны. Также повторяем 7-10 раз. Выполняем поглаживание по боковой поверхности туловища. Здесь у нас проходят косые мышцы живота. Есть у нас внутренние и наружные косые мышцы. Мы с вами выполняем сначала массаж поглаживания ладонями под таким углом, а затем под другим углом. Этот вариант хорошо выполнять глажением. Выполняем поглаживание ладонями ягодиц от центра в стороны и по кругу. Правую ягодицу и левую. Мягкие, аккуратные поглаживания. Если ребеночек нестабилен, одной рукой придерживаем за ножки, второй выполняем поглаживание. Можно выполнять и одновременно, и попеременно. Переходим к поглаживанию подушечками пальцев в области тазобедренного сустава. Круговыми спиралевидными движениями с одной стороны и с другой стороны. Мы с вами выполняем поворот ребенка на спинку. Для этого вы должны будете вытянуть ручку ребеночка одну вверх и через ту сторону, фиксируя спинку и грудную клетку, спереди поворачиваем ребенка на спинку. Вот так.
Когда мы перевернули нашего ребенка, выполняем массаж груди и животика. Также основной прием поглаживания. Выполняем поглаживание в виде буквы Т по грудине, вверх и в стороны. Получается такая своеобразная буква Т. Подушечками пальцев двигаемся вверх и в стороны. Подушечками пальцев двигаемся вверх и в стороны. Это поглаживание можно выполнять и попеременно, правой и левой рукой. Вот таким вот образом. Здесь грудная клетка маленькая, поэтому вы всеми руками поглаживание не сделаете, поэтому работаем именно подушечками пальцев, спокойно и медленно. Дальше перевернутую букву П делаем. Это движение от центра грудной клетки в стороны и вверх к подмышечным впадинам. В стороны и вверх к подмышечным впадинам. В стороны и вверх к подмышечным впадинам. Получается буква П. Таких движений, буква Т и буква П, мы выполняем 7-10 раз. После этого такой же массаж, как и делали на спинке, массаж подушечками пальцев, граблеобразное поглаживание. Мягенькое движение по межреберным промежуткам. У деток ребра находятся более горизонтально, не под углом, а горизонтально, поэтому мы свои руки размещаем вот таким образом. С одной стороны и, соответственно, с другой стороны тоже выполняем движение. Поглаживание мы гладим, скользим по коже. После этого выполняем мягкое сдавливание грудной клетки. Обхватываем двумя руками грудную клетку, большие пальцы на грудине, указательные пальцы вверх смотрят, и мы выполняем мягкое сжатие грудной клетки и резкое отпускание ее. Сжали, отпустили. Выполняем мягко, отпустили. Это увеличивает объем дыхания нашего ребенка. И далее переходим к массажу живота. На животике мы выполняем поглаживание именно по часовой стрелке. Вот так, в эту сторону. Так устроен наш кишечник, движение поэтому только сюда допустимо. И поехали. Выполняем поглаживание ладонью по кругу, не спеша, гладим кожу малыша. Можно выполнять поглаживание тыльной поверхностью ладони, тоже по кругу, по ходу кишечника. Кисть ваша расслаблена, движения медленные, плавные. Также мы можем выполнять поглаживание по прямым мышцам живота, по мышцам пресса. Лучше всего выполнять это вверх глажение и вниз ладонями. Вверх глажение, вниз ладонями. Таких приемов по кругу и по прямым мышцам живота мы выполняем также 7-10 раз. Выполняем массаж косых мышц, но уже лежа на спинке. Двигаемся под углом вверх, либо одновременно, либо попеременно по боковым поверхностям туловища. И у нас две косые мышцы, которые устроены под одним углом и под вторым, поэтому выполняем затем массаж под другим углом. Удобно делать этот вариант в виде глажения. Предлагаю вам выполнить поглаживание подушечками пальцев. Нечто похожее мы уже делали на тазобедренном суставе, только в этот раз вокруг пупка. Будем выполнять поглаживание достаточно медленно, но чуть более глубоко. Все-таки это будет еще поглаживание, а не разминание, поэтому мы с вами выполняем по поверхности кожи. Такое вот круговое, спиралевидное поглаживание вокруг пупка. Мягенько, аккуратненько работаем в этой области. И заканчиваем массаж животика вибрационным приемом, а в данном случае вибрацию ладонью. Размещаете свою ладонь на животике ребенка, слегка надавливаем и выполняем вибрацию.
Это очень хорошо запускает перистальтику кишечника, помогает бороться с коликами. Вибрацию мы выполняем в течение 10 секунд. И затем плавно отпускаем и выполняем поглаживание по кругу. Либо глажением, либо ладонью. Здесь также, если ножки малыша хаотично двигаются, можете придерживать их одной рукой, второй выполняя массаж. То есть ориентируемся по месту. А также выполняем вибрационный прием в области клапана в месте перехода толстого в тонкий кишечник. Размещаем наши руки с правой стороны ребенка, выполняем вибрацию пальцами, размещаем справа под ребрами и выполняем вибрацию в этой области. Погладим животик нашего ребенка. Итак, мы переходим к движениям. Движения мы будем выполнять на ручках, на ножках и в целом туловищем. Итак, первое движение. Нам нужно дать ребеночку понять, где границы его тела. И работаем мы для начала с руками. Ручку берем в свою руку и медленно, аккуратно ведем ее к ротику малыша. Ведем либо большим пальцем, либо развернув ладонь к лицу. Вот таким вот образом. Правой и левой рукой выполняем приведение к ротику малыша. Мы выполняем похлопывание в ладоши. Медленно соединяем одну ручку со второй. Здесь будет у вас, скорее всего, работа не ладошками, а кулачки вы будете соединять. Но мы таким образом даем понять ребенку, где заканчиваются границы его тела. И выполняем еще такой прием. Две ручки сводим вместе и две ручки к ротику. Две ручки сводим вместе и две ручки к ротику. Две ручки вместе и ручки к ротику. Тоже все движения выполняем 7-10 раз. Переходим на движение нижних конечностей. И также полезно для перистальтики упражнение – это приведение бедра, сгибание ножки к животу. Поднимаем медленно ножку вверх и опускаем вниз. Выполняя такое механическое воздействие на животик ребенка. То есть мы как бы бедром малыша давим ему же на животик. Выполняем медленно, плавно, без резких движений и без сильных воздействий. Также можно двумя одновременно ножками поднимать вверх и опускать вниз. Следующее упражнение мы выполняем для профилактики дисплазии тазобедренного сустава. Это будут круговые движения с отведением ножки в сторону, наружу. Выполняем плавно, медленно, по такой амплитуде, которую позволяет делать ваш малыш. Круговые движения одной ногой, отведение бедра в сторону, и то же самое другой ногой. Медленно, не спеша, по максимальной амплитуде смотрим на реакцию ребенка. Если вдруг вы видите, что ему неприятно, уменьшаем амплитуду. Выполним с вами упражнение, которое называется книжка. Это сгибание двух ног сначала вверх к животу и разведение их в стороны. И сведение вместе. Как книжка открылась и закрылась. Таких движений выполняем также 7-10 раз. Один из вариантов упражнений, которые мы с вами можем сделать, это покачивание в позе эмбриона. Ножки мы делаем вот так, крест-накрест. Свою ручку размещаем между ножками ребенка. Ручкой беремся за ручки малыша. Головушку приводим к груди и выполняем мягкие покачивания в позе эмбриона. Медленно, не спеша, ориентируясь на реакцию ребенка. Выполняем таких 5-6 покачиваний. И в этом возрасте мы еще будем использовать движение, используя наши врожденные рефлексы. Сейчас будем использовать АШТР – асимметричный шейный тонический рефлекс. Как он выглядит? Мы будем очень медленно, аккуратно поворачивать голову малыша в сторону, а в ответ на это он автоматически, рефлекторно сделает следующее. Выпрямит ручку в сторону, в которую он повернулся, другую ручку согнет и подтянет ножку с той же стороны вверх.
Затем вы выполняете медленный, аккуратный поворот в другую сторону и ждете той же реакции. Рефлекторные упражнения мы выполняем 3-4 раза. Сейчас мы с вами будем использовать симметричный шейный тонический рефлекс. Заводим наши руки под лопатки и слегка приподнимаем эту область. У нас образуется небольшой наклон головы назад, запрокидывание головы небольшое. И в ответ на это ребенок выпрямляет руки, сгибает ноги. Ваша задача немножко приподнять вверх под спинку вашего ребенка, чуть-чуть. И обратное движение. Вы берете ручки свои под затылок и делаете такое небольшое сгибание головы. Чуть-чуть приподнимайте головку малыша, ровненько, симметрично. И в ответ на это малыш сгибает ручки и выпрямляет ножки. И медленно опускаем вниз. И еще раз подтягиваем нашу головушку вверх аккуратненько, фиксируя ее в области затылка двумя руками. И в ответ на это ребенок сгибает две ручки и вытягивает ножки. В данном возрасте очень важно формировать устойчивое положение на боку. Поэтому мы с вами, как уже делали, поворачиваем ребенка на бочок, руку свою под спинку, вторую руку под грудную клетку поворачиваем малыша и, придерживая таким образом, несколько секунд для начала остаемся лежать на боку. И ребенок здесь может себе шевелить ручками, ножками. Доводим такое положение до 10-15 секунд. Обязательно работаем как в одной стороне, так и в другой стороне, чтобы не формировать никаких мышечных асимметрий. Еще одно упражнение с использованием рефлексов – это рефлекторное ползание. Вы сгибаете две ножки ребенка, свои ладони размещаете на тыльной поверхности стопы, и когда зафиксировали, одновременно нажимаете большими пальцами на стопу, зафиксировав свои руки на столе. Ребенок в ответ на это рефлекторно должен оттолкнуться и проползти вперед. Вот вы и посмотрели комплекс упражнений и массажа для возраста от 0 до 3 месяцев. Не торопитесь, пересмотрите еще несколько раз, потренируйтесь на себе. Если боитесь работать с ребенком, попробуйте для начала попрактиковаться на кукле. Помните, что в данном возрасте самое главное – это не торопиться. И вы должны привыкнуть к массажу, и ребенок должен привыкнуть к воздействию. Вы находите общий язык и контакт. Главный прием массажа на данном этапе – это поглаживание. И помните, что мы с вами разобрали идеальный вариант массажа. И на ручках, и на ножках, и на спинке ребенок давал нам выполнять все. В вашем случае может получиться по-другому. Может, что-то не получится первый раз. Ничего, пробуйте, делайте то, что получается, а дальше будет больше, дальше будет лучше.